Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала «Новый день». Ну а пока я буду рассказывать, что произошло во влоге Оксаны. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Оксана, в принципе, она сама туда никогда не пошла бы, она вместе с Леной ходит по ГУМу и хочет зайти в гастроном номер 1 и показать нам цены. Она это с успехом сделала, зашла и стала показывать эти самые цены. Всякие какие-то сувениры, и Оксана уверена, что только иностранцы разбирают сувениры. Она так и говорит, иностранцы сувениры разглядывают. И дальше, когда она увидит людей, которые фотографируются с актерами в исторических костюмах, тоже скажет, что тут только иностранцы фотографируются. Ну, понятное дело, только иностранцы. Оксана, ты абсолютно права. Никто из москвичей или гостей столицы не фотографируется, только иностранцы. Как Оксана определяет это, я не знаю. И откуда у нее такая уверенность, что вот только иностранцы это покупают, тоже мне не понять. Заявляет Оксана, что вот, мол, когда она за границей, то она берет все, что видит. Мол, сувениры на память обязательно берет. Но опять же, не факт, что только они, как иностранцы, берут. Возможно, и жители этой страны тоже берут эти самые сувениры на подарок своим друзьям, знакомым, и так далее. Но нет, Оксана пребывает в твердой уверенности, что сувениры разбирают только иностранцы. И опять же, с экономией, граничащей с жадностью Оксаны, я не думаю, что Оксана прям все, что видит, берет, прям вот сметает все сувениры с полок. Нет. Нет и еще раз нет. Вот даже когда они были в столовой, забегая вперед, могу сказать, что Оксане что-то там понравилось, какие-то пирожные, какие-то тортики. Лена говорит, возьми себе, раз тебе нравится. Оксана говорит, если мне понравилось, это не говорит о том, что я это возьму, да? То есть Оксана в первую очередь думает о финансовой составляющей. Так что не факт, что Оксана все сувениры сметает с полок, какие видит за границей. Так что да, Оксана говорит и не думает, что говорит. У Оксаны появилась новая присказка «Держите меня, семеро». Если у Лены это Ипатий Коловратий, в принципе, он Лену как-то вот и не покидал, то у Оксаны вот появилось «Держите меня, семеро». «Какие сыры дорогие!» — восклицает Оксана. «Держите меня, семеро». «Ой, какие тут пирожные!» — добавляет Оксана. «Ой, держите меня, семеро». Ну что ж, держим, даст Бог, семеро удержит. Оксана девочка, которая прибавила в весе. И дай Бог, чтобы действительно эти семеро удержали Оксану, чтобы не понадобилась помощь 8, 9 и так далее. Идет Оксана дальше, видит какие-то консервы из медвежатины, из страуса, из косули. И говорит, ой, медведь бедный, съели его. Ну как же, во-первых, съели, непонятно, когда вот они консервы из медвежатины перед тобой. Еще никто не съел. И почему тебе жалко только медведя? Страуса и косулю не жалко, только медведя жалко. Опять же, Оксана говорит то, что ей взбредет на ум. Она не думает, что она говорит. Но зато она очень удивляется, говорит, а страус-то откуда? Ну, правильно, откуда медведи, откуда косуля, Оксану не волнует. Главное, страуса непонятно откуда. Ну, Оксана. Пришла Оксана в отдел алкоголя. И говорит, вот, посмотрите цены, но в принципе я ничего про алкоголь не знаю. Да, то ли дело Лена, помнится мне, она ходила, сознанием дела рассматривала цены. Я так понимаю, где-то так вот она сравнивала про себя цены, да, где какие цены, где что дешевле, где что дороже, где выгоднее купить алкоголь и так далее. Оксана, она говорит, я ничего не понимаю в алкоголе. Ну, это и к лучшему. И говорит, вот такие цены, очень все дорого, это на любителя, это на ценителя. И тут же добавляет, я не ценитель, я не любитель. Ну, хотя бы так, да, хорошо, что так. Но, тем не менее, почему-то потом стала водку рассматривать. Ну, а водка что, по мнению Оксаны, это что, не алкоголь, что ли? Или она любитель и ценитель водки? Вот интересные вопросы, правда? Чай пошла рассматривать Оксана, мед. Ну и правильно. Рассматривай лучше чай и мед вместо каких-либо алкогольных напитков. И когда уже наконец-то показала нам все цены, все нам рассказала, показала, говорит, вот теперь надо, мол, елки посмотреть. Ну, наконец-то. В принципе, сюда ехала для того, чтобы нам показать елки. И так тоже вскользь показала эти елки, как и Лена, в принципе. Ну, жаль, конечно, там очень красивые елки. Лена ехала с целью показать елки, не показала. Оксана ехала показать елки и тоже не показала. В общем, да, девочки не сдерживают своих обещаний. Хотя точно Оксана уверена в том, что они девочки, потому что ей и в елках хочется находиться, и в конфетах ей хочется находиться,
и в пирожных ей хочется находиться. Прям вот девочки-девочки, да? Говорит Оксана заискивающим голосом. Да, Лена, скажи, мы девочки-девочки или нет? Вот если хочется в елках находиться, и в пирожных, и в конфетах. Ну, какой-то кошмар, вот честное слово. Почему она до сих пор думает, что она девочка? Для меня, конечно, это большая-большая загадка. Ну и находиться в елках, в пирожных, в конфетах как-то вот очень странно, согласитесь. Хотя дальше будет еще больше странностей. Это же Оксана, она не думает, что она говорит. И вот, вы знаете, так и не ответила Лена. Девочки они или кто они, неизвестно кто. Я так думаю, что Лена просто проигнорировала вопрос Оксаны. В принципе, как периодически саму Оксану Лена тоже игнорирует. И не знает Лена, любит Оксана находиться в общественных местах, когда там много людей, или наоборот, ей нравится, когда мало людей. Но точно она нам говорила в своем влоге, Лена, что вот Оксана любит, когда много людей в ГУМе или где-нибудь в другом месте. А вот я, мол, я такая королевна, я не люблю. И, мол, напишите вы мне, зрители, любите ли вы, когда большое скопление людей. Но тут Оксана нам говорит, ой, как хорошо, что людей мало. Можно погулять по ГУМу, можно насладиться видами. Ну и, конечно, толпиться это нехорошо. Ну вот, пожалуйста. Лена не знает, что любит Оксана. Но, тем не менее, почему-то Лена утверждает, что нет, вот Оксана любит, когда много людей. Ведь это не так. Вот сейчас Оксана сама нам об этом сказала. Для чего Лена врет, не понимаю. Для чего она себя превозносит, тоже не понять. Показала все-таки Оксана нам одну, вторую, третью елочку. И одна елочка была украшена открытками. И на открытках были цитаты великих людей. И Оксана прочитала одну цитату, она ей понравилась вторую цитату, третью, и говорит, вот я читаю, что здесь написано на этих открытках, и у меня улыбка на глазах. Думаю, нормально так. То Лену ноги носят, несут ее ноги в пляс. Не несутся ноги в пляс, а несут Лену в пляс. Вот пришли ноги за Леной, взяли ее и понесли. А у Оксаны улыбка на глазах. Ну, что сказать. Сестрицы стоят друг друга. И вот Оксана говорит, мол, приходите сюда, когда здесь мало людей. То есть приходите в будни. И тогда в столовой номер 57 вы найдете свободный столик. Представляете? Вот. Главное поесть в столовой номер 57. Любые другие столовые, ну, видно, не по статусу. Не подходят девочкам. Наконец-то взяли себе еду. И говорит Оксана, вот, я не понимаю, мы вроде особо не работали, а я так проголодалась. На что Елена абсолютно справедливо замечает, мы вообще не работали. Действительно, они не работали. И пусть не говорят, что блогерство это прям такая работа, ну прям вот так они устают, это так тяжело. Они не работали, нет, они ходили, в свое удовольствие гуляли, ну и поснимали. Почему бы и нет? Но так, чтобы целенаправленно, как-то вот взять всю технику, да, с собой, все штативы и прочее, и идти и работать, и снимать, и монтировать потом, как надо монтировать, и не так, как Лена монтирует, например, или так, как Оксана монтирует, то есть никак. Это, конечно, работой назвать крайне тяжело. Спасибо Ютубу, что он оплачивает вот это вот, то, что вот они снимают, да. Что бы девочки делали без Ютуба, я не знаю. Ведь, насколько я понимаю, образование у них что у одной, что у другой нет, и поэтому рассчитывать на какую-то нормальную работу, я так понимаю, тоже они особо-то и не могут. Ну, Оксана решила показать, что же она все-таки взяла себе в этой самой столовой. И говорит, вот тыквенный суп, булочка, штрудель, котлеты, вид из окна. Камеру он так раз на окошко навела. Говорит, вид из окна, думаю, нормально, она его тоже купила, что ли? Елочка, да, стояла елочка небольшая, искусственная на столе. Елочку они тоже не покупали, насколько я понимаю. И тут же какая-то грязная посуда от предыдущих посетителей оставшаяся. И Оксана наводит камеру на эту посуду, говорит, посуда не наша. Вот. Как-то так. Это все было на одном дыхании Оксаны сказано. Вот как можно так вот снимать? Я просто не понимаю. Смешались кучу коней, люди. Ну, как-то так. Оксана, в принципе, снимает хуже, чем Лена. И описывает ситуацию хуже, чем Лена. И комментирует она хуже, чем Лена. Она все делает на порядок хуже, чем Лена. Если я раньше думала, что Лена как-то вот снимает не очень хорошо, то теперь, сравнивая ее с Оксаной, могу сделать вывод, что все-таки Лена на голову выше, конечно, Оксаны, да. А Оксана даже не старается, и не думает, и не заморачивается о монтаже каком-то.
о том, что она говорит в кадре, что лучше вырезать, а что лучше, наоборот, не вырезать. Как-то, ну, вообще она об этом не думает. Вот все подряд, вот как она снимает, вот так же она выкладывает в YouTube. По-моему, вообще даже ничего не монтирует. Вот все целиком, как есть, так и выкладывает. Без купюр, так сказать. ГУМ, как заявила Оксана, это магазин, с которого не хочется выходить. Почему не из которого? Нет, все-таки с. Не удивлюсь, если Оксана тоже с Подмосковья, с Зеленограда. Не удивлюсь. А может быть, Лена тоже с Зеленограда? Все может быть. Перед выходом из этого самого магазина девочки сходили в туалет. Потратили 50 рублей. Об этом нам сообщила Оксана. Я очень удивлена, почему не было обзора туалета. Оксана очень это любит делать. Но в этот раз как-то да. Нам посчастливилось, и мы не увидели, как выглядит туалет. Увидела Оксана афишу фильма, по-моему, по щучьему велению фильм был. И говорит: Лен, посмотри на этот фильм. Думаю, интересно, посмотреть на фильм. Ну ладно, думаю, что будет дальше. А дальше было больше. Дальше Оксана заявляет: давай сходим вот в это кино. Ну что, значит, надо сходить в это кино и посмотреть на этот фильм, раз Оксана так сильно просит сестрицу. Тем более сестрице Лене очень понравилось предложение Оксаны. Говорит: я очень люблю этого актера, который снимался в этом фильме. Почему не играл в этом фильме, не знаю. Но и Лена, и Оксана уверены, что все-таки правильнее сказать, снимался в этом фильме. Возможно, и такой вариант верно, но лучше все-таки сказать, играл в том или ином фильме. Вышли они наконец-то из этого магазина. И Оксана говорит: вот, уже поприехали с работы люди. Поприехали. Как вам такой неологизм? Оксана, да, чем дальше, тем интереснее становится. Вот поприехали с работы люди, и уже людей на улицах больше, уже как-то не особо можно пройти туда-сюда. И вот это к вопросу о том, что, по словам Лены, Оксана очень любит, когда много людей. Да не любит она это. А Лена абсолютно не знает, что любит, а что не любит Оксана. Но, тем не менее, утверждает. Помните, как в известном фильме? Ляпай, но ляпай уверенно. Это у них называется точкой зрения. Так и здесь. Ляпает Лена, что не попадя, но ляпает уверенно. И чуть ли не завтра, кстати говоря, Оксана нам обещает, что мы все вместе, как всегда, да, с нами, со зрителями, мы все хором отправимся на ВДНХ. Лена, кстати говоря, об этом ни слова не сказала. Может быть, Оксана сама собралась на ВДНХ? Ну, вряд ли, конечно. Оксана никуда без Лены. Лена без Оксаны запросто. Лена самодостаточна. А Оксана нет, ей надо обязательно кого-то рядом иметь, с кем-то куда-то пойти, с кем-то куда-то поехать, с кем-то что-то посмотреть. Так что, скорее всего, Оксана вместе с Леной поедут чуть ли не завтра, послезавтра на ВДНХ. Ну, посмотрим, что они там наснимают, как они будут монтировать это все. Ну, а пока я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.